Всем привет! Я Женя Синельников, профессиональный путешественник. Я объехал весь мир, побывал в 110 странах. Холодно, капец. И, наконец-то, начал путешествовать по Украине. Где красиво. И знаете, чем дальше я еду по своей стране, тем больше убеждаюсь. В гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы приехали в Крапивницкий. Крапивницкий. Так называется этот город только с 2016 года. До этого он был Кировоградом. Область, кстати, до сих пор называется Кировоградская. Золотистий зорепад, зустрічай Кіровоград. Крутилась Верховна Рада, буде Кропивницький! А до 1934 года этот город назывался Зиновьевск и входил в состав Одесской области. Но это все информация из интернета. Вот какой он на самом деле Крапивницкий, знают только местные жители. Пойдемте и поспрашиваем. Здрасте. Я за вами, я хотела увидеть уже, я не знаю, сколько дней. Я сейчас быстро, не моя камера. Я нервничаю, волнуюсь. Ладно. Давайте ты на фоне хоть красивых дверей. О, красивые. Здрасте вам. Салют. Можно сфоткаться? Ну, если надо, то можно. Спасибо. Но он видео снимает, он не фоткает. Четко. Фотка меня. Ты его заценил? Похоже. Подскажи, что в городе посмотреть, куда сходить, что интересного? Улица Ленина у нас красивая. Это которая Дворцовая. Да. Я вот еще старовер, короче. Ага, Кировоградец, да? Из Кировограда, да. Слушай, а как ты думаешь, почему вот в Украине никто не знает о том, что Кировоград красивый город? Не, у нас вообще никто не знает, что такое Кировоград, я вам так скажу. Ну как? Ну, Абсолютно. То есть ты приезжаешь в город, как вот в Киев, Харьков, Львов, ты находишь каких-то там знакомых, откуда ты. Я из Кировограда. А где это? Причем из Кировограда вообще не знали, а про Крапивницкий он вообще никто ничего не слышит. Вот. ну просто я много путешествую, и я не ожидал, что будет красиво. Ну то есть приезжаешь и вау, красивый город, о котором никто ничего не слышал. Каких 5 мест нужно посмотреть в городе, чтобы понять, чем вот Крапивницкий живет? Где душа города? Меня застали врасплох, я не готова. А и не надо готовиться. Театр. Театр наш Крапивницкий. Очень красивый, да, его отреставрировали. Театр. Вот самый старый театр в Украине, театр Крапивницкого. Возле театра. Театр Крапивницкого. Театр Крапивницкого. И дальше театр. Впервые приехал в Крапивницкий. Что нужно увидеть обязательно, чтобы понять? Театр Крапивницкого обязательно. А кто такой Крапивницкий? Это наш местный житель. Все. И почему в честь его переименовали город? А почему в честь его переименовали город, как думаете? Так жители решили, да? А правда жители решили? У вас был референдум прям, да? Голосовали, кто хотел, да. А кто такой Крапивницкий? Не скажете мне? О, понятно, значит. Ладно. Все знают, кто такой Крапивницкий. Кто такой Крапивницкий? Почему город переименовали в Крапивницкий? Ой, это сейчас будет фейл, можно это не показывать? Город в центре Украины. Театральный режиссер. Это Марко Лукич Крапивницкий, в честь него назван город. И моего сына тоже так зовут. Да? Как тебя зовут? Майк. Здравствуй, я Женя. Привет. Привет. Крапивницкий был одним из корифеев украинского театра. Они создали первый украинский театр, первую профессиональную труппу. У местных жителей удалось узнать немного. Поэтому, чтобы разобраться, кто же такой Крапивницкий и почему именно его именем назвали город, я обратился к профессионалу. Ну а теперь к самому интересному. Давайте. Хто же такой Крапивницький? Марко Лукич. Марко Лукич Крапивницький. Хто він такий? Це засновник українського професійного театру. Так от, саме на цьому місці 27 жовтня 1882 року було поставлено Марком Лукичем Крапивницьким п'єсу «Наталка Полтавка». Ну і саме ця дата вважається
датою заснування Українського професійного театру. Ну а як цей театр прославився, це були гастролі в Санкт-Петербурзі, куди вони поїхали в 1886 році. Ну, як їх зустріла російська преса? Приїхали хохли, інтересно, що вони нам покажуть. Ну, а через декілька днів Яворницький запише в своєму листі одному з своїх істориків Новицькому: «У нас гостит Крапивницкий с труппой и производит страшный фурор. Билеты очень дорогие, но театр 4-й день подряд битком забит. Всі отзываются з восхищением, даже Суворін». Суворін – це був такий запеклий російський шовініст, але театральна акула пера, його критики боялись всі. І тут він каже: так це ж великолепні артисти, хохли. А равних актерів Крапивницькому і Заньковецькому на російській сцені просто нет. Що цікаво, що в той час в Санкт-Петербурзі гастролюють італійські трупи, французькі, німецькі, і по касовим зборам наша українська трупа перебиває повністю всі трупи. Ну і в принципі Крапивницький, знаєте, це був дуже такий видатний шоумен того часу. Казали, якщо нужно кого-нибудь із веселих, тільки Марко Лукіч зі своєю трупою. Такий собі Сергій Притула кінця 19-го, початку 20-го століття. Їх почали відразу кликати в російські трупи. І Кропивницького, і Заньковецького. Ну і вони відмовилися. Ну і прямуємо тут, от у нас видно пам'ятник Марії Костянтинівні Заньковецькій, такий символічний, образ Наталки Полтавки. Юра еще много интересного рассказывал. Все в передачу, просто не поместится. Главное, что я понял для себя и могу вам сказать: Крапивницкий молодец и заслуженно увековечен в названии города. А в театр мы так и не попали. Закрыто было. Можно задать вопросик вам? Подскажите, куда туристу сходить в городе, что посмотреть? Вот Дворцовая, это центральная улица, да, тут все ходят, тусуются. Может быть, не то что в интернете. Дворцовая. Очень красивое, старинное здание. Сохранены все, которые были вот в начальной постройке. Вот эта вот улица, она считается у нас самая такая, можно сказать, наверное, уже как туристическая. А вот в центре города, вот здесь красивый квартал, старый город. Ну, по центру походить, там старинные дома есть, вот дворцовая, красивое строение, архитектура. В центре города и правда довольно много красивых старых зданий. Как мне сказали, самое красивое на центральной улице. Улица Дворцовая. Пешеходная улица в самом центре города. Пойдемте смотреть, почему же она дворцовая, если на ней дворцы. Прям пряничный домик. Класс. Это Крапивницкий. Почему об этом никто не знает? Тут же ж реально красиво. Ты знал об этом? Звідки? Звідки? И я не знал. Посмотри, как круто. Красиво. Пам'ятка архітектури та містобудування. Лікарня Гольденберга. Дружина лікаря Іда Яківна Гольденберг була купчихою і в підвалах лікарні тримала так звані ренцьковий погріб, тобто торгувала вином. Ага. Короче, больница и для тела, и для души. Круто, согласись. Ну, я согласен. Согласен. Дворцовая себя оправдывает. Посмотрите, как тут красиво. Столько старых зданий исторических, красивых, хорошо сохранившихся. Ну вот идешь улица, и вот десяток, да больше, наверное. Классных, да, клевых улиц. Думаю, ничего себе, да, ну неожиданно. То есть я прям не могу вспомнить, в каком еще городе вот так, чтобы их было много и таких, ну кроме Черновцов, наверное, там, да? Я, если честно, всю жизнь думал, что Кировоград – это такой постсоветский город. Но нет. Пусть это уже и не Кировоград, а Крапивницкий, но я впечатлен, честно вам скажу.
Кроме впечатляющей архитектуры, я нашел еще пару интересных моментов. Улица Шевченко, сразу же тебе, кто такой Шевченко? Когда он жил, український поет, письменник, художник, громадский діяч. Это прикольно. А вон, смотрите, улица Пашутинська. Потому что Шевченко-то все знают. А кто такой Пашутинь? Названа на честь голови Єлисаветграда 1878-1905. Это прикольно. Просто можно сесть на улице и... Ты играешь? В принципе, все. Ну, джаз можешь? Конечно. На самом деле, джаз получается, да. На самом деле прикольная тема. Вот по улице погулять с малым я бы пришел сюда со своим. Он бы здесь залип на очень долго, потому что он очень просит меня: папа, купи рояль. Но я никак не решаюсь. А на улице дал бы ему возможность пошуметь. Это прикольно. И видишь, детвора прям идет, играет. Знаете, друзья, мы когда ехали в Крапивницкий, ну для меня, по крайней мере, этот город был просто темной лошадкой. Ничего о нем не знал и думал, ну, навряд ли удивит. Но если честно, ты удивлен? Я, если честно, у меня прям челюсть отвисла. Хорошие брусчатки, хорошие дороги, красивые дома, красивые девчонки, ухоженно, листва падает, ну прям... Очень и очень удивлен. Нет, не так. Нельзя так говорить. Приятно удивлен, без очень. Класс. Ну правда. Куда сходить? Покушать? Нет, посмотреть. Кутюрнадии туда у нас, вот за городом, недалеко. Классно там? Это поместье было чем? Там прикольно? Там очень красиво, там хорошо. Это, я же говорю, поместье. На хуторе Надиев. Хутор Надиев. Хутор находится в получасе езды от Крапивницкого. И, честно говоря, мы сомневались, стоит ли туда ехать. Но когда погуглили, поняли, что это другая сторона большой театральной истории города. Хутор Надия – это семейная усадьба Табелевичей, двое из которых нам известны как Иван Карпенко-Карый и Панас Саксаганский. Да-да, оказывается, они были родными братьями, и их настоящая фамилия – Табелевич. Кстати, на хуторе растут дубы, посаженные братьями и другими театральными звездами того времени. Вот эта Заньковецкая, она была влюблена в этого Садовского, да, а муж у нее был русский офицер, который не разрешал ей в театре украинском, да. Вот, короче, дуб Марин, Заньковецкая, и бачишь, что он такой, вроде они посадили их вместе, но его дуб потолще, типа такой. Ага, побольше. Нет. Что? Что происходит? Элитный скворечник. Да, это, конечно, жир. Межигорье. Янукович и среди скворцов живет. Ой, спасибо большое. Спасибо. Класс. Хорошего дня. Блин, бомбическое место. Классное, такое тихое, спокойное. Я понимаю, почему здесь Карпенко-Карый написал столько классных произведений. Не столько классных, а у него 18 произведений, ну, как бы считаются золотым наследием. 11 из них он написал здесь, на этом хуторе. Просто очень и очень круто. Вот прикольный парк, походить, погулять. Как таковой усадьбы Табелевичей, Карпенко-Карова, Саксаганского, ну вообще больших весомых людей как-то здесь не очень чувствуется. Парк классный, клевый. Но про Карпенко-Карова я мало чего нового узнал.
Мус предположил, что узнать больше можно, взяв экскурсию. Экскурсию не хочешь брать? Экскурсия. Тільки не музей. Не нравится снимать музей? Не люблю. Особливо не люблю екскурсоводів, які свою роботу обожнюють. Но на выходе мы все-таки встретили гида и немного поговорили. Ви знаходитеся у куточку, який він створив своїми руками, заповіднику музею Івана Карповича Тубілевича, який носить назву його першої дружини, великого кохання Надії Карлівни Тарковської. А вони якось зв'язані з Тарковським? Напряму зв'язані з Тарковським. Надія Карлівна мала молодшого брата Олександра. Їхні батьки, Надії Карлівни і Олександра, померли в один рік від холери. Хлопець 10 років залишився сиротою. Старша сестра забирає його в свою родину, Іван Тубілевич оформляє опікунство. Олександр Тарковський, вихованець родини Тубілевичів, є батьком відомого російського поета Арсенія Тарковського і дідусем відомого на весь світ режисера Андрія Тарковського. Обалдеть. Вот эта семейка, реально, вот вообще, они, конечно, были крутые. Да. Саксаганский, Карпенко-Кари. А чого вони назвалися псевдонімами? Чому ніхто не использовал? Професія актора на той час була непрестижна. Дворянам взагалі ж розумієте, що на сцену якось... Тому батько був проти того, щоб діти займалися такою професією. Більше того, батько говорив, що актори – це ті самі волоцюги, які на шматок хліба собі заробити не можуть. Але 6 його дітей, 4 стали відомими на весь світ волоцюгами. Когда чуточку больше узнаешь про историю семьи, то, конечно, и на хутор смотришь совершенно другими глазами. Не зря съездили. Вот какую пятерку показать Украине? Чем гордится Крапивницкий? Ну, дендропарком, конечно. Дендропарк очень красивый. Много-много-много деревьев, аттракционы, качели. Это все круто, интересно. Дендропарк. 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 Будь-яку пору року там дуже гарно. Ну что, Дендропарк? Пойдем выяснять, чем так крут этот парк и почему он дендро. Называется Дендропарк, но на самом деле вот на этой аллее огромное количество всяких аттракционов. И вот тут вот и горки, и аттракционы. То есть это, ну, прям парк аттракционов, а не только деревьев. Серега, а ты, например, знаешь, чем отличается дендропарк от обыкновенного парка? Что такое дендропарк? Дерево, дендро, парк. Парк з деревами. В парку є дерева. Навіть в гідропарку є дерева. Это был рассказ от создателя вопросов для программы «Что, где, когда» Мус Сергей. Я не гуглил. Это вот то, что я себе представляю, что дендропарк — это что-то среднее между обычным парком и ботаническим садом, да, то есть где есть какие-то разные деревья, да, и, может, даже, наверное, должны быть таблички, то есть сюда собирали разные деревья и по какому-то принципу их высаживали. Не просто насадили и пусть растут. Еще не ботанический сад, но уже не просто парк. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь! Этот ответ является верным. Что? Я погуглил, говорю, давай. Правильно ли я думал. Территория, отведенная под культивацию в открытом грунте древесных растений, деревьев, кустарников, лиан, размещаемых по систематическим, географическим, экологическим, декоративным и другим признакам. Ну, в общем, в принципе, я был прав. Да? Да. Я умный. Смотрите, что, где, когда. А еще знаете, что хочу отметить? Парк очень востребованный. Много людей, вот куда ни посмотри. И пожилые люди, и молодые люди, и дети. И вот реально, куда ни посмотри, везде есть люди. Веночки плетете? Класс. Это очень смешно. Кровать, на которой можно прыгать, да? Дома не попрыгаешь, тут на ура. Мы в детстве тоже так прыгали просто, да? Но получали по шее потом. Да, ну просто у современных детей же уже нет таких кроватей дома. То есть я на такой и спал. Поэтому я на ней прыгал там. Да, а тут как бы в парке поставили, вот чем тебе не аттракцион для ребенка. Реально прикольно.
Смотри, какой прикол. Страус. Круто. Ой. Круто, но стрёмно. Иди сюда. Иди сюда, на. Не? А вот этот? Иди на. На. Все в один голос говорили мне, что сюда нужно приезжать весной, когда цветут тюльпаны. Очень и очень жаль, что нет тюльпанов. Потому что если бы вся вот эта клумба была в тюльпанах, как на видео сейчас вот. Согласитесь, выглядит, ну не хуже, чем Кюкенхоф. А? Неплохо, согласитесь, да? И она не одна, эта аллея. Там тоже еще одна есть. И там дальше еще есть. То есть реально тюльпанов очень много. В общем, дендропарк понравился. А к тюльпанам я еще вернусь. Ну, конечно, нет предела совершенству. Если бы здесь еще работал вот этот вот фонтан, было бы просто крутейше. А вот Мус только что предложил классную мысль. Не восстанавливать бассейн, потому что это дорого и... Сложно. А сделать здесь классный скейт-парк. Реально же для молодежи это супер актуально. Вот. Тем более, что там он восстанавливает спорткомплекс, оно все в комплексе со спорткомплексом вообще было бы круто. А скейт-парки сейчас мега популярные. В любом куда ни зайди, везде люди катаются, прыгают. В каждом выпуске мы определим среднюю цену борща в городе. Я найду самый дорогой и самый дешевый борщ, попробую их и поделюсь с вами своими впечатлениями. Ну что, поборщим? Самый дорогой борщ в городе я нашел в ресторане «Фамилия Гарден». Вот он, 99 гривен. Подается с греночками, сальцом, чесночком и сметаной отдельно. Вы уже, наверное, в курсе, что я такое люблю. Ну что, красиво еще как. Посмотри, 2 куска мяса. Вкусный, не сладкий. Знаете, бывает такой вот прям с приторной сладостью. Здесь этого нету. Здесь, наоборот, есть какая-то кислинка. Очень хрустящая капуста, очень хрустящая свекла и очень мягкая картошечка. Не кисель, конечно, но густая юшечка. Тоненькое сало с пласточками мяса, с чесночком. И все это горячим вкусным борщом. Вот оно, украинское счастье. Однозначный лайк. Вкусно. Ты не завидуй. Чує він, як я там хрумщу. Очень вкусно. Я с тобой в столовой поделюсь, не волнуйся. А вот самый дешевый борщ я нашел в столовой Кировоградского техникума сельского хозяйства. 6,50. Ребята, 6,50. Давайте пробовать. Во-первых, борщ подается со сметаной, что плюс дешевому борщу. Во-вторых, борщ вкусно пахнет, что плюс борщу. И красиво выглядит. Давайте же попробуем. Значит, мяса, конечно же, нет. Он на бобовых, но он не постный абсолютно. Жирненький. Пробуем. Очень даже неплохо. Реально неплохо. Хорошо сварена капуста. Вообще, гуща вкусная. Хорошая картошка. За 6,50 это супер борщ. Супер. Если честно, там висит объявление, что кушают здесь только преподаватели и студенты. Но никто ни студенческий, ни преподавательский у меня не спрашивал. Так что мы просто зашли, заказали борщ. Кстати, меня спросили, со сметаной там или нет. Я говорю, давайте со сметаной. Кушайте на здоровье. Так что и вы сюда можете приходить. Борщ в ресторане был, конечно, вкуснее. Но он и дороже намного. А вкуснее непропорционально вкуснее. То есть первое место
борща в Кировограде я бы отдал вот этому, дешевому. Вкусно, дешево и прям сердито. Ешь и материшься. Ну и, конечно, ничто не заменит всю эту вот атмосферу старых столовых. Запах подноса 30-летнего. Сам поднос. Смотрите, Мус, какой поднос себе взял. Это Для корабля, да. или для старого преподавателя, да? Итого, средняя цена борща в Крапивницком 52 гривны 75 копеек. Итак, мы с Серегой поспорили, с какое же население Крапивницкого? Вариант 360. 360. Я считаю, что 280. Google в помощь. Население Крапивницкого. Население Крапивницкий. 226 тысяч человек. С тебя кофе. Здравствуйте. Выручайте. Подскажите, куда туристу сходить в городе? Что посмотреть? Туристу? Есть на Валах бывшая крепость наша. Валы, да, там Ага. крепость раньше была. Фортеця Святой Елизаветы. Валы – это бывшая крепость. Валы. Съездите на Валы, Ага. посмотрите. Сначала я как-то не понял, что же такого привлекательного в этой достопримечательности. Вообще, если честно, знаете, довольно-таки спорная локация для туриста – Валы. Ну, как бы горбы земли и... Дело-то тут что? О, хотя вид, смотри, красивый открывается. Дорогие туристы, официально не рекомендую вам сюда идти. Туристу делать здесь нечего. Если бы я здесь жил, вышел на шашлыки или с девушкой сидел бы, романтически проводил время, то это одно. А туристу, согласен? Не согласен. Почему? Да, ну, не знаю, мне нравится как раз, для людей, которые любят почувствовать историю спокойно, да, вот я выхожу и я представляю тут себе какие-то там штуки, да, и мне нравится, что мы уехали из шумного парка, ну, не шумного, но людного, да. Вот мы приехали сюда, в центре города. Да. Листья падали, Так и дети здесь. смеялись. Да, а мне здесь вот тихо, спокойно. То есть ты в центре, ты можешь пройти, понимаешь, там аллея памяти героев, да, он не такой вот тут не шумный, а походить, подумать. Такие парки тоже нужны людям. Они, может, меньшему количеству людей нужны, но тут и история, да. Может, я бы какую-то часть его облагородил. Я тоже шел и думал, что прикольно было бы вот такие стационарные мангалы где-то поставить, например, да. Или, но в общем, мне вот здесь нравится. То есть чуть-чуть бы за ним больше ухаживать, но вот именно его спокойность и размеренность меня вот, впечатлила. Мне понравилось. Я шел и кайфовал. Ну, в общем, сколько людей, столько и мнений. Приезжайте, посмотрите, сделайте свой вывод. Иначе и не скажешь. Да? Да. Ой, камон, ребята, реально тут нечего делать. Ну, как бы лес с лесом. Он слышит. Ну окей. Водятся маньяки. Мусяки. Скажи, что валы нормально. Валы отличные. Здесь можно убиться. Ой, ты эпично отсюда выглядишь. Ну окей, хорошо. Вот если это все наполнить историей, добавить, что это оборонительное вообще сооружение, пушки бы здесь стояли, то, наверное, да. О, смотри, а мы вышли на ухоженную часть. Да. Смотри, тут прям покошено, красиво, деревья, Сережка кадр не портит. Красивый. Красивый. А когда мы поняли, что валы масштабны и в их истории нужно разобраться, вспомнили про уже знакомого вам Юру. А оце ми бачимо якраз бастіони, равеліни фортеці. Ось що являла собою земляна фортеця. Чи місцеві дуже ефективно використовували ці вали. Зокрема, в 18-му році, коли на місто напали більшовики та анархісти, тут стояла артилерія і гатила по так званим летючим гастролерам, які наступали на місто з грабіжницькою ціллю. Ну а місцеві, бачите, на фортечних валах відпочивають у вихідний день. Ось і смажать дуже смачний шашлик.
Місто стояло на 3 китах: тюрма, вокзал, женська гімназія. Так про місто говорив Амінат Пісахович Шполянський, він же Дон Амінадо. Це один з кращих гумористів нашого міста, поет, письменник, який жив в Єлисаветграді і дуже класно про нього писав. Вся сила фортеці була у бастіонах і равелінах, у земляних ровах і валах, які давали захист від кавалерії ворожої і від артилерії. Фортеця Святої Єлисавети – це пам'ятка архітектури 18 століття. Але місцеві вже давно її використали під свої потреби. Ну а тут ми знаходимося... Під огород. Да, під огород, під сонячні батареї, тобто, бачите, так воно все дуже, дуже гарно тут грає. Ну а ось цікавинка, оце в'язниця, яку бачите, такої старої цегли. Це початок 20-го століття в'язниця. Це діюча в'язниця, і зараз за нами, до речі, спостерігають, ми їх не бачимо, але за нами спостерігають ті, хто охороняє ув'язнених. В общем, с валами, как и с хутором, если знать историю, становится гораздо интереснее. В каждом городе я знакомлю вас с интересным человеком. Пойдем знакомиться. Ильин Александр Борисович. К сожалению, поболтать мы уже не можем, но познакомить с ним я все-таки вас хочу. Александр Ильин – очень уж загадочная личность. Живя в провинции, в советское время он умудрился собрать фантастическую коллекцию антиквариата и книг. По его истории даже сериал сняли. Конец 18 века. Золото. Корабельные часы Павел Буре с яхты императора Николая II. Сейчас эта коллекция хранится в музеях города. Большую часть своей жизни работал электриком, а поскольку электрик заходил часто в какие-то дома и видел какие-то ценные вещи, иконы, завязывал знакомства и сразу же приступал к договорам по части обмена. Всю свою жизнь он посвятил вот такому фанатичному собиранию уникальностей. И вот интересная деталь из воспоминаний его сокурсников. В то время, когда практика где-то была в Московской области, по-моему, это Зеленогорск назывался. Вот, ребята ездили в Москву, ходили в кино, ходили там, на танцы, наверное, какие были тогда развлечения. Ильин же ходил по комиссионкам. И по его воспоминаниям некоторые вещи он указывал, при жизни, и говорил, это я в комиссионке там за червонец купил, это я купил там-то. Вот, действительно, все на это смотрели как на странность, но вкус, эстетика в нем была заложена, наверное, с детства, поскольку мама его была из богатого рода Корсаковых. Вообще просто, если вдуматься, электрик, который собрал коллекцию вот такую умопомрачительную, не просто финансово даже, а просто по количеству, по качеству всех этих раритетных вещей. С ума сойти. Ювелирные изделия фирмы Фаберже. Мадонна в кресле, китайская ваза, действительно фарфоровая, звучащая как колокольчик, с жанровыми сценами жизни китайских императоров. Боже, где же он ее взял? Вот это Фаберже? Вот это Фаберже, вот это Фаберже. Фаберже. Розовое блюдце фирмы Гарднер. 16 века? 16 век. Просто это в уму не укладывается. Вот в голове невозможно уместить, что человек насобирал такую коллекцию вот до такой степени разную. Это ж надо вот так любить свое дело, чтобы ходить по комиссионкам, находить вот такие вот вещи за червонец. Да. Это хорошо, что за червонец. Ну да, понимаешь, в Советском Союзе, кому нужен царь бывший. Да. Обратите внимание Я бы тоже на купил. восточный уголок. Я не знаю, купили ли бы вы, в общем. За червонец точно купил бы, да? Мы любим, да. Поэтому нам это и интересна эта тема, потому что мы тоже с ним такие любители Вот антиквариата, мотивация всегда интересных есть. вещей. Какой-то изыск, какая-то изюминка. «Синдром дракона» — это многосерийный художественный фильм, снятый Александром Хамерики и по сценарию наших местных авторов. И этот сюжет подсказали ему, авторам фильма подсказала ильинская история. А вот эту я заказал специально для себя. Нам передали більше 7 тисяч примірників його книг.
Хочу сказати, Більше 7 тисяч. примірників його книг. Кажуть, що там в його колекції були книги, які коштують там $200 тисяч. З цієї точки зору ніколи на книги не дивимося про їх культурну цінність. Це книги, оправу для яких створював Олександр Борисович Ільїн. Крім того, що він був колекціонером, він створював свої оправи, які він бачив, які розумів. Це дуже високого рівня оправи, дуже така складна робота, яку він виконував власноруч, такий витвір мистецтва, навіть застібки його. Це требник Петра Могили 1648 року. 1648 року? Так. Видання друкарні Києво-Печерської лаври. Над його створенням працював сам Петро Могила. Просто это в голову не влазит. Книга 370 лет. Ага, интересный, согласитесь, дядька был. Прям крутяцкий. Друзья, а что вы вообще знаете про Крапивницкий? Уверен, что многие из вас даже не знают, что это Кировоград бывший. А я вот сейчас вас удивлю. А знаете ли вы, что в Крапивницком есть урановая шахта? А значит, и радиация. А еще отсюда родом Нобелевский лауреат. Там Игорь Евгеньевич, физик. О, как круто. А еще, знаете ли вы, что в Крапивницком находится самая большая в Европе майнинговая ферма? Прислушайтесь. Слышите? Так добываются биткоины. Блин, ну выглядит очень эффектно. По сути, это просто компьютер. Один системный блок, который считает. Ты знаешь, говорю, что все геймеры крутые, которые играют там на классных компьютерах, они расстроены очень появлением вот этих майнинговых ферм, потому что, короче, для того, чтобы добывать биткоины, нужны очень крутые видеокарты. Почему-то, я не знаю, как это работает, но почему-то вот нужен процессор, короче, классный. И все, а их не так много производят. И вот эти чуваки скупают все эти процессоры, а геймеры, они взлетели в цене, и геймеры такие, это не то, что в цене, просто не может. Нет, человек, вышла новая игра, ему надо обновить компьютер, а нету, потому что оно все вот тут типа стоит. Да. Хорошей традицией стало знакомить вас с людьми, меняющими город к лучшему, и местами их обитания. В такое место я и пришел. Ось це моє. Креативний простір для соціальних ініціатив. І взагалі ми відкриті, безкоштовні. Будь-хто, у кого є ідея проведення чогось соціально корисного і безкоштовного, може до нас прийти, і ми їм надаємо приміщення. На даному етапі це майже кожні вихідні, якісь заходи. Безплатно? Так. Да. Комерцію ми не пускаємо. Це не підпадає під нашу філософію. Плюс до того у нас є безкоштовна школа програмування, ми навчаємо від 8 років і без обмежень. Робозона, тобто вони роблять роботів? Та що завгодно вони можуть робити. У нас є 3D-принтер, вони можуть якісь програми розробляти. Ми робили хакатон, ми в сусідньому приміщенні знімали кімнату, засипали її піском, робили щось типу Марсу. І вони мали, сидячи тут, управляти Марсами там. Прикольно. І натрапляти на деякі ключі, які потім не підказували, що робити далі. Це було 2 роки назад ми так робили. І в нас вони лишилися, ми їх на всі виставки з собою таскаємо, дозволяємо через телефон поуправляти. Там є камера, ну і багато чого іншого. Це безкоштовно. Ми хочемо допомагати. Ми хочемо робити це місто кращим. Зрозуміло, що багато молодих людей звідси їдуть. Ми не хочемо, щоб так було. Ми хочемо, щоб вони лишалися, знали, що тут круто, що тут можна розвиватися, можна прогресувати, і от для цього є цей простір. Ми хочемо збирати хороших людей, ми хочемо збирати крутих людей, і ми це робимо вже впродовж 6 років. Це інколи звучить так. А саме тобі, це так прикольно виглядає, звучить. Це ж купа
часу, купа грошей, купа нервів. У нас є люди, які нас підтримують. У нас є it компанії, це багато роботи. Ми їх шукаємо, ми їх знаходимо, тому що справді це все треба протримати. Як мінімум там комунальні послуги, оренда і все інше. Тому ми постійно в пошуку партнерів. Але це крутий проєкт, це крута, це не знаю, це робота, це взагалі діяльність мрії. І от я сюди приходжу, я роблю те, що я люблю. Хакатон NASA Space App Challenge. Крапивницкий 2019. То есть тут можно делать проект для НАСА. Короче, это круто. Махач бойових магів. Так, є така гра. Боже мой, слава Богу. Я подумал, здесь реальный махач. Це буде вже ж реальний махач. І тому, відповідно, ми влаштовуємо такий формат Геловіна. Вы говорите, что это нужно для того, чтобы вот развивалась атмосфера вокруг, чтобы люди как бы не хотели валить, грубо говоря, из города, чтобы молодежь собиралась и интересовалась чем-то. Какие успехи? Вот есть чем погордиться? Дуже часто виходить це навпаки. Люди приходять, вивчаються на програмістів і потім їдуть в інше місто або в іншу країну. Дуже часто, тому що мають дуже хороший рівень. Але є у нас люди, які лишаються тут. Переважно це наші ментори, які працюють, до прикладу, на закордонні фірми і лишаються тут жити, тому що їм тут подобається жити. У нас був студент, який вивчився у нас, і він зараз наш донатор, він нас підтримує фінансово. Він вивчився і вирішив лишитися, він живе в невеликому районі, і він там лишився. Він говорить, йому так комфортніше. Тобто він спокійно може приїхати в іншу країну, в інше місто, але йому так комфортніше. Ми хочемо розвинути волонтерську культуру. Це велика біда і великий біль, я вважаю, для всієї країни, ну і для нашого міста теж, тому що люди не хочуть допомагати. Але от, до прикладу, Костя, який зараз стоїть і п'є чай або каву, він в свій час нам погодився допомогти відео монтувати. Нам потрібно було нарізати відео. І він нам це зробив. Скажи, пожалуйста, зачем тебе это нужно? Вот, помогать. Я никогда не хотел никому просто так помогать, и для меня волонтерство было не мое. И думал, никто мне это привить не сможет, я буду помогать там своим друзьям, семье. Ну да, это понятно. Что сделали эти люди? Они сделали хитрее и стали моей семьей. Можно я что-то помогу? Спасибо, Маздочка. Спасибо, Мус. Но мы поедем на такси. Потому что время рубрики «Выбор таксиста». Есть охота. Добрый день. Здравствуйте. А вы свободны? Снимаем проект «Дома лучше». Коля Серега? Ну, почти, похож. Нет, да. Это же Коля, да? Но нет, это Женя. Отвезете нас в лучший ресторан города? Поехали. Что тут, как у вас жизнь в Крапивницком? Движение идет, дороги асфальтируют. Арку новую у нас тут открыли, сделали, расширили арку. Приехали. Шикарно. Спасибо. Все. Хорошего дня. И вашей программы. Да, спасибо. Руку пожми. Отсидит. Операторы, они все такие, немножко потерянные. Хорошего дня. Таксист привез нас в ресторан «Шенген». Неплохо, неплохо. Давайте кушать. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы не знаем, вот у нас Сергей хочет солянку и фирменное блюдо ваше. Могу предложить, у нас есть вкусные стейки. Топчик вкусный, да? Давайте мне стейк лосось. Пойдем по классике. Рыбка, цезарь и солянка. Прекрасно. Ну что, классические читки цен. 70-54. Овощева тарелка 70 гривен. Сырні кульки 50 гривен. 119, 56, 91. Солянка мясная 100 гривен. По сравнению с борщом за 55, это дороговастенько. Стейк лосося 156 гривен за 100 грамм. Это то, что я заказал, самое дорогое блюдо. Фруктовый салат 40 гривен. Компот 10 гривен. Узвар 10 гривен. Недорого. А это тебе, Сережка, соляночка. Да. Ты готов? Угу. Ну давай теперь ты ведущий. Итак, расскажи нам, пожалуйста, про эту солянку, которая... Горячая.
Просто вот эта вот солянка стоит 100 гривен. Борщ стоит 55. Ну, для Кировограда 100 гривен це... Но маленько Дорого. сумма. И именно поэтому, пожалуйста, во-первых, начни говорить Крапивницкий, а не Кировоград. А во-вторых, расскажи, вкусно? Вона сочно, вкусно наваристо, але нагадує акулий суп з соплями з колбасою. Что, реально невкусно? Ні, ну не настільки, щоб я реально їв смачніші солянки в столовках. Тепер я вновь оператор. По запаху вкусно, наваристо, копчено. Пробуем. Нет, ну ты не прав. Вкусная солянка. Но не очень. Ой. Я приступаю. Можно? Ой, нежняк. Пробуем. Рыба идеальная. Вот идеально, она такая нежная внутри. Я очень не люблю рыбу, которая вот сушеная, знаете, такая прям не сочная. Вот это сочная рыба. Внутри прям рыбий сок. А это что, этого нам принесли? Я вспомнил. Спасибо. Вкусный цезарь. В смысле салат. Ха-ха-ха, шутка из КВН 1961 года. Еще тогда шутили про салат. Так же глупо. Много курицы, много мяса, много пармезана. Прям много. Он такой сырный салат. Салат тоже хороший. Все, что заказал я, только Сереге не повезло. Знаете, друзья, обычно перед вот этими вот финальными выводами мы там советуемся, общаемся, что же сказать про город в конце. В случае с Крапивницким все было понятно сразу же. Это самый недооцененный город Украины. Город, о котором мы практически ничего не знаем, а здесь есть что узнать, здесь есть чему удивиться, чему впечатлиться, в конце концов, просто пройтись по красивому городу. А вот вы, пожалуйста, приезжайте и посмотрите на все это своими глазами и сложите свое собственное мнение. Потому что если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательной, мы сами должны путешествовать по Украине. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, бла-бла-бла и все такое. Пока. А конкурс сегодня такой. Представьте, что у вас есть ваш город. Как бы вы его назвали? Лучший вариант получит от меня ценный приз. Все, теперь уже точно пока. Друзья, в конце раздача слонов. Подарки. За конкурс из Ровно и за конкурс из Донбасса. Итак, в Донбассе мы спрашивали, что нужно придумать на Востоке, чтобы туда повалили туристы. Как по мне, самый смешной ответ – Микола Джура. В Краматорську мають побудувати крокуючу Ейфелеву вежу. Было бы прикольно, я бы съездил, посмотрел. Друг мой, specially for you, вот такая вот сумка-бананка от наших друзей Hard Ride. Поехали дальше. Ровно я интересовался, почему же лев Глеба меньше, чем мой скорпион. Вот победитель. Александр Маркелов. Ровно уравнивает факты. От укуса скорпиона гибнет больше людей, чем от нападения льва. Все справедливо. Тебе тоже сумка. Все, увидимся в следующей серии.